Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы поговорим о клипе реаниматора под названием Fine Right Here. Как вы поняли, обзор на Unbird Rebellion погиб в производственном аду, поэтому я решил поговорить о чем-то более актуальном. Здесь мы обсудим сюжетное ответвление Кейна и Абигейл, заделы на будущие эпизоды, а также историю фракций Иллджеров и их нынешних лидеров. Итак, не будем тянуть, но и мы начинаем. А этот эпизод начинается на базе неопалимого восстания. С момента обсуждения планов Кейна в Unbird Rebellion прошло около 2 дней. Кейн кратко погружает Абигейл в дела, творящиеся во фракциях Иллджеров. Его озвучивает все тот же Кесин Ховард. И для справки, по канону данного сериала, Иллджеры — это огромный мафиозный картель, чье влияние охватывает почти все континенты Оверворлда. Мафиозник. Эта фракция имеет за собой весьма обширную историю и делится на различные кланы. Из известных на данный момент можно отметить следующее. Клан Чантрия, чародеи во главе с Леди Чарис, великой чародейкой Иллджеров. Клан Вокрас, вызыватели во главе с Лордом Бенедиктом, верховным вызывателем. Клан Лагурус, разбойники, изначально во главе с королем Клаусом, но сейчас их возглавляет его преемник. Клан Диката, поборники во главе с Лордом Кристофом, магистром поборников. Флот Оминус, пираты во главе с капитаном Харальдом, правителем Восточного моря. Клан Илус, иллюзоры. Об этом клане и их лидере ничего не известно. Есть еще клан Эшен во главе с Севреном Бальдазариусом, но он находится в Незере и издавна считается независимым. В прошлом Кейн даже был членом клана разбойников, однако был вынужден выйти из его состава по неизвестным причинам. Вероятно, чтобы основать собственную фракцию и двигаться дальше. Собственно, из-за того, что эта фракция очень могущественна, Кейн решил заручиться ее поддержкой. По его словам, после смерти Клауса в городе Иллджеров началась суматоха, перетекшая в подобие гражданской войны. Разруха, Филипп Филиппович. Лорд Бенедикт, глава клана Вызывателей, решил воспользоваться моментом и объединить все существующие фракции Иллджеров под своим руководством. Он не претендует на место главы разбойников, однако, несмотря на это, ни им, ни их нынешнему командиру это не нужно. И из-за конфликта интересов и начались межклановые разборки. Бенедикт, вдохновленный подвигами самой первой императрицы Иллджеров, хочет основать собственную империю. И раз уж мы заговорили о империи Иллджеров, давайте погрузимся в историю Оверворлда. Все началось примерно 500 лет назад. Предположительно в ту же эпоху, когда Тускар объединил королевство Незера. В те времена империя Иллджеров только зарождалась, и ее основанием занималась глава клана Вызывателей того времени, самопровозглашенная императрица Урса, по прозвищу Мудрая. Сперва она переформировала уже существующее королевство Иллджеров в империю, а вскоре и начала расширять ее территории в Оверворлде. Этим как раз и занимался ее супруг, Зандальфор Великий, руководящий имперскими армиями. В какой-то момент империя Иллджеров даже вторглась в гавань стражей, но встретила сопротивление со стороны местных королевств, которые заключили временный союз. Позже империя была разгромлена и изгнана с этих территорий. Та же ситуация происходила и с большей частью фросборнских земель. Вскоре империя решила увеличить свое могущество захватом магических знаний, и Иллджеры начали истреблять различные расы, которые практиковали магические искусства, но которые отказались поделиться своими умениями и книгами заклинаний с имперскими завоевателями. Жертвами Иллджеров стала раса Фелин, кошка-людей. Филина? Человек. Чей народ был почти полностью истреблен, за исключением одного единственного клана, укрывшегося в землях Османской империи. Для тех, кто не смотрел мой разбор на Proti in the Sky, напомню. Османская империя — это организация, основанная древним правителем Ра-Османом, до своего развала располагающаяся на территориях бесплодных рубежей. Она была как раз создана для противостояния набегам Иллджеров, которыми руководил Зандальфор Великий. Также от нападок Иллджеров пострадали и друиды, а в частности жители болот, чей лидер с именем Калиджина был убит Зандальфором, а впоследствии во времена восхождения Херабрина даже стал лордом нежити болотных земель. Те же, кто согласился поделиться своей магией с Иллджерами, стали обычными слугами империи. К ним относился клан Мизерак, владеющий криомантией, что располагался в Хинтерландах. К слову, это место, куда убежали Рейн и Стелла в событиях Вишингдед. И иронично, что лидер этого клана, Мароу Мизерак, погибла после развала империи, и тоже стала лордом нежити во времена восхождения Херабрина, наравне с тем же Калиджиносом, который погиб, сражаясь против Империи. На пике своей мощи Империя Иллджеров столкнулась с вторжением королей Думы и Зорна из Незерского королевства. И несмотря на численный перевес незерских сил, Иллджерам удалось успешно отбиться, благодаря тактическому гению своего генерала Зандальфора. Из научных достижений при правлении Урсы был создан алфавит древних Иллджеров, который называют вассалианской письменностью. После же смерти Урсы на престол взошел Апсардиус, став вторым правителем Империи Иллджеров и первым ее императором.
императором. Он тоже был выходцем из клана Вызывателей, и во времена своего правления он основал город Илладжеров, а также начал исследовать территории Незера. Впоследствии, благодаря его инициативе, там и образуется фракция Заклинателей Пламени. Но другие подробности его правления нам неизвестны. Мы знаем лишь то, что на закате царствования он был убит своим политическим соперником Хильдегардией, которая затем стала третьим главой империи Илладжеров и второй по счету императрицей. Под ее правлением империя Илладжеров погрузилась в упадок и продолжила загнивать под руководством ее коррумпированных преемников. В общем счете их насчитывалось не более 10. Среди кланов, которые пострадали от их правления сильнее всего, был клан разбойников – Лагурус. Спустя десятилетия существования империи под руководством наследников Хильдегарды, одному из глав кланов надоел курс упадка былого величия, и он сверг последнего императора этой коррумпированной династии, которого звали Волькер. А героем, который осмелился сделать это, был лорд Фильгельм, магистр клана поборников того времени. Все же предыдущие императоры и императрицы были выходцами из клана Вызывателей и теснили прочие кланы. Вследствие этого, приняв бразды правления, Вильгельм реформировал управление империей, передав своему клану, Деката, больше возможностей, чем у него было раньше. Стремясь вернуть империи былую славу, Вильгельм начал кампанию по завоеванию других королевств. Однако, большинство кланов Илладжеров отказалось участвовать в его инициативе, вследствие чего все атаки нового императора на соседние фракции были отбиты. Во многом благодаря поддержке со стороны Османской империи. В конце концов, император был побежден, положив конец примерно 200-летнему существованию империи Илладжеров. И теперь Илладжеры представляют из себя кучу разрозненных кланов, разбросанных по всему Оверворлду, которые хоть и взаимодействуют друг с другом, но не торопятся объединяться. Но, как я сказал ранее, нынешний глава клана Вокрас, Бенедикт, стремится объединить разрозненные кланы и возродить империю в ее былом величии. Кейн желает почти того же, однако на месте лидера Илладжеров видит не Бенедикта, а себя. Но помимо гражданской войны среди Илладжеров, в их город движется новая напасть, о которой Кейн также упомянул. Хоть он еще и не в курсе всего, но мы-то знаем, что ею окажется воскресший Клаус, который стал лордом нежити. Как сказали авторы сериала, он стал новым типом нежити, получив остаточные силы разбитого Кейном кристалла, а также будучи укушенным зомби. Don't come any closer. А стремление завершить незаконченные при жизни дела всегда помогает вернуть рассудок тому, кто был заражен. Однако инфекция все же затуманила разум Клауса, и теперь он больше не хочет править разбойниками. Теперь он желает одного – уничтожить всех, кто стоит на его пути, и перебить мир живых, погрузив его в царство нежити. Для этого Клаус привел орду зомби в город Илладжеров, с которой местным жителям и пришлось разбираться. Но не только им одним. Из-за политических разборок Илладжеров в город также прибыли войска нескольких других кланов. Чантрия, Вокрас и Деката, во главе с их предводителями, Чари с Бенедиктом и Кристофом. И иронично, что именно они начали руководить обороной города, потому что преемника Клауса и по совместительству нынешнего главы клана Лагурус в городе не оказалось. По слухам, он сейчас находится в центральных городах основного материка. И вроде бы он сейчас в Окенхолде. Нам неизвестно его имя, и нам неизвестно, почему лидер разбойников тусуется неподалеку от сил империи Незера. Но думаю, что в скором времени нам об этом расскажут. Возможно, он на каких-то важных переговорах. Так вот, вследствие отсутствия главы местного клана, с вторжением нежити пришлось возиться войскам прибывших кланов. Поборники и глава крестов начали махать топорами, Бенедикт с вызывателями призывать вексов при помощи пустотной магии, а Чари со своими чародеями, наверное, колдовать. Проблема в том, что в самом видео воинов Бенедикта и Чарис нам не показывали. Они как бы должны быть здесь, но, видимо, не по нашу честь смотреть на то, как они дерутся. Собственно, от этого и складывается впечатление, что борьбой с нежитью занимаются только воины клана Лагурус и Деката. Хоть это и не так. Но, как бы то ни было, Клаус бросает главе клана поборников, Кристофу, вызов и натравливает на него еще больше живых трупов, чтобы превратить его в зомби. По итогу, это Клаусу удается. Но я забегаю вперед. Вернемся на базу неопалимого восстания. В общем, Кейн рассказал о своих планах принцессе и попросил ее помощи в захвате власти среди кланов Илладжеров в обмен на их дальнейшую помощь в борьбе с Наиусом. Принцесса же сильно
сильно удивилась от такой просьбы, особенно учитывая, что Кейн утратил ее доверие еще во время своих предыдущих интриг, с раскрытия которых не прошло и пары дней. А тут так внезапно начали плестись новые. К слову, в этом эпизоде ее озвучивает непривычная нам Амелия Мейдер, а Мэгги Элис. Это связано с тем, что Амелия была занята и не выходила с Рейном на связь. И очень иронично, что она ответила ему сразу после того, как он нашел другую актрису и даже сделал озвучку. Вероятно, в дальнейшем Амелия вернется к озвучанию Абигейл. Хотя Мэгги весьма неплохо спародировала голос Амелии. И если бы не те три описания, я бы вообще не понял, что ее голос был заменен. But how do we get started? I need to get dressed, and a weapon would be nice too. Okay. You didn't have to be so rude about it. Так что я не буду возражать, если Мэгги останется на роли Абигейл и в дальнейшем. Но я опять ушел с темы. Короче, принцесса в бешенстве от слов Кейна и кидает ему претензии. Кейн раздражается от этих претензий, поскольку лишь благодаря его действиям восстание в Незере смогло разгореться в полной мере. И он напоминает Абигейл, что ей все еще требуются новые союзники. А когда принцесса заговорила о желании заключить союз с Фростборном, Кейн просто высмеял ее идею. И действительно, учитывая прошлое Абигейл, а именно ту бойню из Виаза Денджи, которую она устроила фростборнцам, будучи под влиянием звезды Незера, люди вряд ли смогут довериться ей и поверить в искренность ее намерений. А если брать в расчет и то, что армии Фростборна и сами отчаянно нуждаются в союзниках, то они бы при всем желании не смогли бы дать Абигейл воинов для сражений в Незере. И именно из-за того, что обеим фракциям требуется пополнение новыми ресурсами для войны, им нет смысла объединяться, так как подобное лишь поменяет расположение их воинов, но не изменит их общее количество. И поэтому насмешки Кейна может и звучат грубо, но зато он говорит по фактам. Но интересно то, что Кейн неплохо осведомлен обо всем, что творится в Фростборне. Сразу видно, его шпионская сеть, а в частности и агент Майя, работают на полную. И либо он получил эту информацию еще в I Try Today, либо же он просто очень догадлив. Сомневаюсь, что его шпиона пропустили бы на базу неопалимого восстания. Впрочем, неважно. Вернемся к сюжету. Абигейл задели слова Кейна, и она на него обиделась. А потом еще и начала кидаться угрозами, которые Назарбеновец с удовольствием перебил своей колкой шуткой про благодарность. У меня есть идея. Может, заткнетесь нахуй? В ответ на такое ярое проявление неуважения к принцессе Незера, Урграх, как основатель борцов за свободу и генерал неопалимого восстания, решил поставить Кейна на место и не дать ему и шанса хоть как-то использовать или навредить Абигейл. Кейн же планировал пойти к Эллиджерам вдвоем с принцессой, а Урграх лишил его такой возможности, приказав местному командиру Вёрцгарду пойти с ними. Вёрцгард удивился такому решению, но подчинился своему генералу, взял с собой пару пиглинов, и таким отрядом они отправились в Багровый лес, где находилась база незерского клана Иллоджеров, что именовались заклинателями пламени, ну или просто клан Эшен. Их лидером является Севрен Эверандус Бальтазариус. Если кратко, то по слухам он весьма могущественный мужик. Как и все предыдущие лидеры клана Эшен, он заключил сделку с одним из демонических существ, которых называют Дьявола Риша. Это создание, чья история ведет к незапамятным временам измерения Незера. Они очень древние, а их вид близок к вымиранию. Демона, с которым заключил сделку Севрен, именуют Бальтазариусом. Собственно, в честь него Севрен и носит свою фамилию. И благодаря его силам, а в частности порче опустошения, которую еще называют проклятием иссушающихся костей, Севрен может управлять проклятой энергией. Это существенно отличается от темной магии тем, что любую магию питает мана, а проклятие питает именно проклятая энергия. И, судя по всему, ее источником зачастую и являются Дьявола Риша. А доступ к этой энергии позволяет Севрену использовать различные кости для создания неразрушимого оружия, которым тот и орудует. А когда ему удается поранить им своих противников, их тела воспламеняются проклятым красным пламенем, которое превращает пронзенного врага в визер-скелета, полностью подчиненного воле Севрена. Я горю! Где-то подобное я уже видел, вот только вспомнить бы где. Что же касается самих заклинателей пламени, то они уже довольно давно живут на территориях Незера. И то, почему их еще не перебили, остается загадкой. Ходят слухи, что они просто очень умело скрываются. Однако, нам также ранее говорили, что воины Незера, ведущие завоевание Оверворлда, избегают сражений с Иллоджерами, поскольку осознают всю степень их могущества. В
прошлом Илладжеры уже набивали жопы скелетом и свиньям, так что логично предположить, что они не горят желанием разбираться и с кланом Эшен, поэтому этот клан и процветает. Но это заслуга не только лорда Севрана, но и другого умельца. В стане заклинателей пламени работает искусная ведьма, мастер-оружейник по имени Хагра. О ней нам известно немного, лишь то, что она весьма влиятельная леди. И ее влияние в городе Илладжеров достигает уровня влияния лорда Бенедикта, хоть она сама и не имеет титула лорда Илладжеров. А вдобавок к ее репутации, она также руководит небольшим кланом ведьм, состоящим из нее и пары ее учеников. Но касательно этого, ходили слухи, что нежить, которую Клаус привел в город Илладжеров, уничтожила всех участников ее организации. Так что теперь они не имеют значения. Также у Хагры есть питомец, черный кот по имени Пинки Винкус. Но разговоры о нем мы опустим, так как это просто ленивый пузатый кот, который постоянно спит возле мастерской Хагры, пока его хозяйка работает. К чему это я? Да. Поскольку Хагра считается искусным оружейником, Кейн нанял ее для создания элитного оружия для принцессы Незера. И скорее всего, заказ был сделан кем-то из его агентов. Этим оружием является новенький лук-клинок, сделанный специально под умение Абигейл. Она же великолепно орудует копьеобразным оружием, да и в прошлом была меткой лучницей. Ланс тому свидетель. И хоть внешний вид лука-клинка спорный, главное, что принцессе он понравился. А вот то, как Абигейл будет им драться, это пиздец. У этого оружия было столько потенциала. Можно было проработать особый стиль боя, при котором принцесса использовала бы его как косу. Или чтобы лезвия отделялись, и их можно было бы брать в руки и использовать в роли клинков нарукавников. А здесь она буквально будет использовать лука-клинок как обычную палку, чтобы бить ею врагов. Ах, ну да. Еще сделает пару магических выстрелов с помощью магической тетивы. А потом поймет, что использовать лука-клинок таким образом не очень удобно, и попросту перейдет в кулачный бой с применением магии. Ну, либо же это сам реаниматор осознал, что получается какая-то шляпа, и решил все переиграть. Впрочем, не будем о грустном. Кейн же, поскольку его собственное оружие осталось в таверне Незербейна, тоже получил обновку в виде массивной секиры. Вёрцграду и его пиглинам тоже достались подарки в виде золотой брони и... я даже не знаю, копья мушкетов? Хотя, вроде бы это называется ручницами. И да, наличие огнестрельного оружия у Илладжеров является буквальным подтверждением того, насколько их группировка влиятельна. Да, фростборнцы тоже владеют подобной технологией, но они-то не могут раздавать пушки кому попало, лишь элитным бойцам. Илладжеры же, напротив, могут раздать пушки любому статисту и ничего при этом не потеряют. А еще, судя по мешочку, который висит на поясе у одного из приглинов, Хагра дала им с собой и патронов. Люблю, когда в сериале прорабатывают и такие моменты. Хоть и мелочь, но такая приятная. Вёрцград же, помимо ручницы, получил еще и мухоморообразное зелье исцеления, которое в конце эпизода будет предложено Кейну. Но помимо Хагры, в обсуждаемой сцене появился еще один новый персонаж. Его зовут Мариус, и он носит прозвище Копьеметчик. Он относится к подрасе пиглинов, известной как опаленные пиглины, или просто бёрнлины. Эта подраса славится тем, что занимается кузнечным делом, и ее представители даже научились ковать оружие из жезлов блейзов и лавы. Мариус же является членом неопалимого восстания, и поскольку он бёрнлин, он владеет оружием, сделанным из жезлов блейзов, благодаря которому имеет способности пироманта, и за счет чего даже был назначен на пост телохранителя Хагры. В общем, хорошо вооружившись, Кейн и Абигейл с ее свитой отправились разбираться с тем звездецом, который творится в городе Илладжеров, воспользовавшись порталом в Overworld, который им любезно предоставила Хагра. К этим разборкам также присоединился и Мариус. Пиглины вместе с Вёрцградом отбивали все еще живых Илладжеров, загнанных в угол, а принцесса и Незербейновец пробивались в гущу сражений, где сперва столкнулись с зомбифицированным главой клана Лагрус Кристофом. И да, к сожалению, он пал в битве с Клаусом, а став его слугой, Кристоф сперва убивает Кейна точным броском своего топора, а потом сбивает с ног Абигейл. Однако по ней он не успевает нанести смертоносный удар, поскольку вернувшийся к жизни Кейн встал и совершил меткий выстрел прямиком в голову этого зомби. Кристоф упал замертво, а принцесса и ее свита аж офигели от такого расклада. Ведь никто из них не знал, что Кейн в какой-то степени бессмертен. А если и вы не знали об этом, то я просвещу вас. В сюжетной арке истории Незербейна, события которых происходят во время первого сезона основного сериала, Кейн и Абигейл отправились на болото, чтобы расправиться с живущим там эндерским магом, известным как Ланс. Благодаря своим связям, Кейн знал, что Ланс заключал сделки с Илладжерами,
вилледжерами и получил от них несколько тотемов бессмертия, из-за чего решил попытаться ограбить его. В процессе сражения с ним Кейну пришлось применить на себе яд Горфа, чтобы попасть в мир снов Ланса, из-за чего он буквально умер от отравления, но воскрес с помощью одного из тотемов. Другой же тотем он забрал с собой, чтобы с его помощью воскресить Исиару. И фишка тотемов бессмертия как раз в том, что они позволяют защитить тех, на ком они были применены, почти от любых видов смерти. Точнее, чувак умирает при любом раскладе, но почти сразу же воскресает, а полученные ранения со временем заживают. Исключениями являются смерти от различных видов очень мощной магии, по типу магии Энда, а также, например, падение в лаву. Смерть же от старости таким чувакам не грозит. К слову, созданием тотемов как раз и занимаются члены клана Вокерс, а их лидер, Бенедикт, тоже когда-то был воскрешен с помощью тотема. Так что можете не переживать из-за того, что Клаус свернул ему шею. Из интересного, этот же клан практикует магию призыва, которая по совместительству является магией пустоты. И нет, бывший лорд пустоты Ланс не имеет никакого отношения к обучению вилледжеров этой магией. Вызыватели издревле владеют данным искусством. И даже при правлении Урсы маги этого клана уже научились призывать гибридов, вилледжеров и быков, названных разорителями. И, видимо, Ланс был заинтересован в сотрудничестве с ними, так как они напоминали ему о тех временах, когда он и сам пользовался подобной магией. И раз уж мы вновь заговорили о вилледжерах, давайте поговорим о различиях между их кланами и о том, чем каждый из них занимается. Про клан Вокерс я уже рассказал. Могу лишь добавить от себя, что вызыватели заключали сделки с лордами нежити, предоставляя им своих пустотных созданий в обмен на ресурсы. Результат подобной сделки мы видели в клипе Goodbye, когда Херобрин вел за собой нескольких досаждателей. Клан Чантрия тоже базируется на применении магии, однако колдуны этого клана в основном практикуют различные зачарования и арканную магию. Та же Чарис уже показала свои способности к созданию арканных мечей, по типу тех, которые призывают пользователи магии Энда. Их схожесть связана с тем, что жители клана Чантрия обкрадывали библиотеки Ковина ведьм, одна из которых располагалась в поселении Гвенри, вдали от основной деревни Ковина. А после уничтожения самого Ковина от рук Инферниуса, вилледжеры расхищали даже местную библиотеку. Инферниус просто закрывал на это глаза. Клан Илус, исходя из названия, состоит из иллюзоров, которые используют магию иллюзий и создание двойников. Как я говорил ранее, о нем мы почти ничего не знаем. Однако, один из сценаристов как-то пошутил, что иллюзоры наложили на свой город мощные заклинания иллюзии, и теперь их сложно найти. А вот насчет кланов Декат и Лагрус, тут все труднее. Эти кланы очень похожи друг на друга. Они оба предпочитают делать упор на физическую силу, а не на магию. И оба пользуются как ближнебойным, так и дальнобойным оружием. Исключением был лишь Клаус, поскольку изначально он был членом клана Вызывателей, однако покинул свой дом и перешел к разбойникам, которые впоследствии выбрали его своим главарем. Отличаются же эти кланы тем, что поборники — это более структурированный и организованный народ. Их воинов можно назвать полноценной армией, в то время как разбойники — просто кучка бандитов среднего сорта. Это так же, как сравнивать королевскую гвардию с народным ополчением. О других кланах говорить смысла я не вижу, поскольку о них нам ничего не известно. Однако могу лишь обобщить, что почти каждый клан был назван в честь божества, которому его представители поклоняются. К чему это я? Ах, да. Кейн воскрес и пристрелил зомбированного лорда поборников, чем сильно удивил Абигейл и ее попутчиков. Ну что сказать. Их доверие Кейну растет с каждым моментом, когда он защищает принцессу. Но и падает от того, что Кейн скрывал тайну своего бессмертия. Считайте, хотя бы в ноль вышел. И кому как, но выражение лица Абигейл мне напомнило клип The Struggle. Собственно, чуть позже в разговоре с Клаусом она также сделает отсылку на события, произошедшие в нем. I will not allow another undead incursion! Что же касается погибшего Кристофа, то за него можете не переживать. Ходят слухи, что он хоть и помер, но его могут воскресить с помощью тотема или золотого яблока. И вот, Кейн полностью регенерировал, стер с себя кровь и вместе с принцессой и ее подданными начал пробиваться вглубь города, где уже вовсю бушевал Клаус, дерущийся с досаждателями и лордом Бенедиктом. Группа разделилась. Мариус пошел спасать главу клана Чантрия от смерти в желудке у зомби. Видимо, у леди Чарис закончилась мана, раз персонаж с титулом великого чародея не смог отбиться от пары ходячих мертвецов. Пиглиные свиты принцессы также продолжили разбираться с живыми трупами, а Вёрцгард вообще занялся расстрелом зомбифицированного разорителя. Заметив приближение Кейна, Клаус лично спустился с небес на землю и поприветствовал своего бывшего друга. Кейн, в свою очередь, ужаснулся от того, что стало с Клаусом. Да уж, сначала он бросает Клауса на съедение зомби, а потом делает вид, что переживает за него. Хотя, вероятно, это было не чувство вины,
бессмысленные, а кое-кто просто вновь испугался за свою жизнь, увидев, насколько могущественным стал его оппонент. А оппонент действительно прокачался. Мало того, что он научился летать без использования арканных крыльев, так еще и получил способность контролировать нежить за счет заражения зомби-вирусом. И все благодаря тому, что тело Клауса поглотило часть энергии кристалла Эндера, который был взорван Кейном в Already Die. Клаус немного поговорил с бывшим товарищем, а после краткого объяснения того, как бывший король разбойников сумел стать лордом нежити, он атаковал Незербейнца. Сперва он лишил Кейна его секиры, а потом припечатал его в какой-то рандомный дом. Но добивать его Клаусу не дала Абигейл, которая очень вовремя вмешалась в драку. Она отвлекла на себя внимание лорда нежити и заявила, что собирается предотвратить еще одно вторжение нежити, тем самым отказавшись от его предложения покинуть поле боя. Клаус набросился на принцессу, в процессе сражения сбил с ног и отбросил ее в дерево. Возгордившись тем, что он так легко ее одолел, Клаус немного посмеялся и продолжил атаку. Однако получил звездюлей, когда Абигейл активировала свою магическую форму. И раз уж речь зашла об этом, сценаристы подтвердили, что показанное видео не является пробуждением Херобрина или чем-то подобным. Это просто отсылка, показывающая преемственность магии отца к дочери. И как бы мы не хотели верить в то, что Херобрин вернется, этого не произойдет. Ну, во всяком случае, из-за Абигейл и в ближайшее время. Как минимум из-за того, что его тело было выкачано Наеусом, и теперь он является олицетворением Херобрина. Он даже заключил сделку с лордами нежити, чтобы те работали на него, как это делал и Херобрин. Абигейл же, в свою очередь, это олицетворение Стива, а точнее того, кем бы он смог стать, если бы Херобрин не взял верх над ним. Во всяком случае, это моя личная интерпретация данной ситуации. И важно отметить, что теперь Абигейл применяет свою магию в самых крайних ситуациях. Если раньше она активировала магическую форму при любом удобном случае, то сейчас лишь в моменты, когда ее жизни грозит опасность. Очевидно, она не хочет лишний раз полагаться на магию, которая способна подчинить ее волю. Что же касается ее новых навыков, а именно полета, то это пипец какая спорная вещь. Как известно, эта способность появилась у нее из-за развития магии электромантии. И с одной стороны, на подобные умения нам уже намекали в моментах, когда Наеус применял электромантию и на какое-то время взлетал над землей, а также когда Херобрин силой мысли вынуждал тело мертвого воина воспарить. Но с другой стороны, это были единичные примеры, в которых не был показан полноценный полет. На мой взгляд, это очень дисбалансная вещь, возникшая почти из ниоткуда. И я считаю, что это довольно ленивый сценарный ход. Буквально бог из машины. Ну короче, Абигейл применяет свои новые обилки для того, чтобы нанести максимальный урон Клаусу. Клаус пытается победить ее с помощью приема «Разнесем все дома поблизости, но в ходе этого ни одна принцесса не пострадает». Абигейл отбрасывает Клауса и швыряет его с небес на землю, где королька мутузят местные вояки. Кейн, Вёрцгард и Пиглины обстреливают, Мариус и Чарис пронзают его своими копьями и арканными мечами, а принцесса наносит финальный удар молниевым зарядом и добивает его. Зомби убиты, их лидер побежден, а Илоджер ликует, восхваляя деяния Абигейл. И только Кейн стоит с грустным лицом, держа в руках корону поверженного врага. И давайте сразу обсудим то, почему он грустит. Нет, это не из-за гибели бывшего друга. И если бы он печалился из-за этого, он бы не бросил Клауса на смерть в концовке Already Die. Скорее всего, все из-за того, что действия Абигейл вынудят его отдать главенство над кланами Илоджеров ей. Конечно, сценаристы сериала уже подтвердили, что именно Кейн станет их лидером, и даже уверяли, что Кейн просто расстроен тем, что Абигейл украла у него внимание толпы. Однако это звучало очень противоречиво, учитывая, что Кейн не любит привлекать к себе внимание. И в итоге сам реаниматор подтвердил, что на данный момент Илоджеры изберут королевы именно Абигейл, пускай и временно. А Кейн, по идее, станет главой клана Лагрус, тем самым займя место преемника Клауса. И на ликовании толпы клип заканчивается. А если вы спросите меня о том, что я о нем думаю, то все сложно. Безусловно, Fine Right Here не настолько же противоречивая работа, как эпизод Unbird Rebellion, и после релиза оставила у меня исключительно хорошее впечатление. Однако при тщательном рассмотрении нюансы, за которые хотелось бы поругать автора, здесь все же присутствуют. От полудеревянной анимации применения Абигейл и ее нового оружия, до сюжетных костылей по типу получения главными героями, возникшей из ниоткуда способности летать. Для сравнения, вот вам пример, как обычно выглядели бои Абигейл. Конечно, такое можно оправдать тем, что она еще не освоилась с новым оружием, но это слабоватый аргумент, учитывая, что после ее воскрешения она сразу же освоилась с пиглинским клинком, но не смогла разобраться с клинком Илоджеров. А вот проблемы сюжетных костылей
или можно было бы легко решить обычным добавлением дополнительных визуальных эффектов. Условно добавить небольшие молнии вокруг тела Абигейл на все время полета, и ее способность будет выглядеть в разы уместнее. С Клаусом тот же принцип, только вместо молний можно добавить темно-фиолетовую ауру. Это все еще не объясняет внезапность появления данной способности у героев, но хотя бы даст зрителю понять, что именно служит источником их способностей. А вообще, по-хорошему персонажам нужен отдельный тренировочный эпизод, где они будут изучать свою магию и открывать в себе новые способности. Но боюсь, что я уж слишком много прошу. Опять же, в будущие эпизоды можно будет добавить пару строк разъяснения, что сила разбитых кристаллов помогает пробудить навык полета из любой магии. Ведь Абигейл и Клаус оба поглотили часть этой энергии, и оба научились летать. Но это лишь мои мысли. Еще одна проблема эпизода — это обесценивание смерти. Хотя это скорее проблема всего сериала. То есть буквально, на экране нам показывают смерти определенных персонажей, а потом в следующих эпизодах этих персонажей вернут к жизни. И это не мои догадки. Уже было подтверждено, что Бенедикт и Кристоф вернутся к жизни. И знаете ли, сложно переживать за героев, которых при любом удобном случае могут воскресить. Остальное же в целом выглядит весьма органично и интересно. Это и небольшое раскрытие клана Фелджеров, и добавление крутой фракции в Незере, и развитие и завершение сюжетной линии с Клаусом из зала Редидай, и самое главное, достижение поставленной цели клипа. Герои хотели заручиться поддержкой Вилледжеров, герои это сделали. Что касается трека, выбранного для видео, не могу сказать, что он плохо подходит под произошедшие в клипе события. Песня буквально посвящена тому, что лирический герой по уши погряз в хрени, творящейся вокруг него. Но он смирился со своим бедственным положением и не собирается ничего в нем менять. Во всяком случае, до момента, пока не появится кто-то, кто подтолкнет его к изменениям. Но пока что с таким спасителем лирический герой не сталкивался. Именно поэтому герой считает, что ему хорошо и в нынешних условиях. И этот смысл очень хорошо ложится на Кейна, который погряз в своих манипуляциях и интригах, и чье бедственное положение пришлось разгребать Абигейл. Сам трек мне нравится, но не так сильно, как большинство других песен Кайла. Иронично, что в моем собственном тир-листе треков альбома You Can Do Better он стоит выше, чем заглавный трек всего альбома, но ниже Pretty in the Sky. Ну а теперь можно перейти к заделам на будущие эпизоды. А их у нас, как известно, немало, учитывая количество сюжетных веток сериала. Во-первых, это, конечно, арка Кейна и Абигейл, которая подходит к концу. Судя по всему, Кейн останется с Вилледжерами и будет обговаривать с ними условия дальнейшего сотрудничества. Принцесса же, вероятнее всего, вернется в Незер и продолжит вести за собой бунтовщиков. Ведь восстание охватывает немало имперских территорий. А учитывая, что авторы уже делали акцент на королевстве Блейзов, с большей вероятностью одним из следующих глобальных событий станет сражение за независимость территорий Блейскинов. Однако, учитывая показанное в эпизоде Unbird Rebellion, не стоит также забывать о сюжетной арке Ванессы и ее участии в дальнейших переговорах с фракцией Багрового Ордена, а также о встрече близнецов с лидером служителей Песков Душ. Думаю, приоритет будет дан именно этим сюжетным аркам, и только лишь после их закрытия нам покажут новые локации. Во-вторых, нам также должны будут показать то, как Рейн с другими крестоносцами тренируется и обучается использованию магии эндер-кристаллов. И в конечном итоге, достигнув необходимого уровня владения этой силой, и группа должна будет либо отправиться в Энд, дабы разобраться с самопровозглашенным лордом драконов Кралосом и его фермой жемчуга Энда в драконьем шпиле, либо же теснить армии Незера, не давая им продвигаться в северо-западном направлении. Арку Фростборна я не вижу смысла обсуждать в этом видео. Там и так все очевидно, да и у Патрика нет особых вариантов, учитывая его принципиальность. Ну а на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр данного видео. У микрофона был Алекс Кларк. Всем удачи, всем пока. Лайки, подписки, комментарии приветствуются. Если хотите помочь проекту, можете поддержать меня донатом. До новых встреч и увидимся когда-нибудь завтра. Пока!